Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Rebel Incorporated. Сегодня у нас для разнообразия сценарий официальной эвакуация посольства. Чиновник по умолчанию, другого нельзя, но советников можно. Я уже сыграл пяток раз, наверное, может 6 даже. И я проигрываю. Довольно тут сложно. Значит, какая задача? Защищать посольство, либо эвакуировать посольство. Ну, на самом деле нужно делать и то, потому что столько юнитов в игре иметь нельзя. То есть их 7, да, если взять синих 4 своих 4, то будет 8. Вот, но синие это не бесконечные, а зеленые такие себе бойцы. Поэтому надо как-то действовать похитрее. Я уже пробовал начинать эвакуацию сразу. Я пробовал наплодить юнитов. Я не пробовал вкладываться в инициативы. Наверное, стоит попробовать с инициативами. Такс. Инициативу я имею в виду местное ополчение. Тем более, что оно стоит всего 3. Вторая стоит 15. Чтобы им было сложнее захватывать регионы. Потому что они у меня захватывают вообще всю карту вот эту. И это провал. Первого мы отправляем защищать вон тот город. И пока он будет защищать этот город, я надеюсь запустить эвакуацию, вывести вот этот город. Так, вот она наша эвакуация. Так, не те регионы, нет. Отказ. Рандомом выбирается, кого вывезут. Отказ. Отказ. Мне нужно вывести вот этот, чтобы тут юнит... Даже вот этот лучше. Так, и сюда уже напали. Мне нужно вывести вот этого за рекой. Тогда вот этот я смогу оборонять, и здесь будет дорога, я смогу быстро бегать. Туда просто через реку вообще далеко. Нет, 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 нет. Опять все не то. И уже на посольство нападают. Но сначала они должны захватить регион. После того, как они захватят регион, уже начнется, как с фортами, история разрушения посольства. Все не то. Это все не те регионы, которые мне нужны. И более того, уже сверху нападают, так что мне нужен еще один военный юнит. Чтобы сверху отбивать. Так, давай беги туда. Не то, не то, не то. О, наконец-то. Все, выводим это посольство, а юнитам бежим спасать вот это посольство. Привлечь к ответственности судью. Давайте арестуем его. Потеряли 5 единиц репутации. Репутация тут уменьшается только из-за таких вот квестовых решений. Больше на нее ничто не влияет. Вот здесь вот, ну вот действие правительства. И враги захватили первый регион. Вот теперь у нас сейчас начинает рушиться посольство. И это плохо, потому что если они успеют его разрушить, то это провал. Так, и начинаем готовить местные войска, потому что уже и на 3-е посольство напали. А бегать с точки на точку не очень хорошо, потому что только выходишь, они сразу прибегают. Вот сейчас покажу, как это работает. Мы побежали вот сюда. Так, они уже прибежали. Они уже вернулись вот сюда. То есть я даже не успел дойти еще. Вот здесь только близко получается бегать, но тоже не очень хорошо. Так, и напали на очередное посольство, поэтому нужно еще вызывать синеньких. Чтобы вот здесь тоже не захватили, потому что зеленые не отобьют регион. Они какие-то доходяжные. Кругом взрывы долбят, но при этом у меня не включено авиаудары. Но при этом будет появляться еще вопрос про
а смягчить их или не смягчить. Вот, хотя я как бы ими не пользуюсь. То есть они сами как-то происходят. Все, тут отбили, тут отбили. Тут отбили. Вот это мы держим, не держим дело. Плохо. Но сейчас будут местные войска, я их туда отправлю. Есть, местные войска бегут. Первые. Делаем вторых. Репутацией будем держать солдат коалиционных. Так, и нужно еще сделать вторую эвакуацию за 19. Эта штука будет работать как бы постоянно там. В общем, с какими-то интервалами. То есть, если первую открыть, то один раз. Так, а вот там уже захватили регион и уже ломают. А если второй открыть, то будет периодически возникать возможность эвакуации. Подойдем, поможем, потому что не успеваем уже. Здесь успели, а там уже половину посольства мы взломали. И что-то не появляется поддержка. Так, это эвакуация? А, неправильно, значит, сказал. Значит, со вторым эвакуации чаще работают. Да, бежим вон туда в темпе. Поддержать войска свои. Потому что иначе сейчас разломают. Есть, отбили регион. И здесь защитили. Хотя нет, не защитили. Регион захвачен. Идем сюда, попробуем их тут выбить. Заканчивать период службы. Так, стащим. Тащимся в Байчин. Прикрывать тут. И у нас есть 20-ка. Так, значит, раз это ускоряет еще чаще. Я сейчас отпущу одних, а одних оставлю на замену, чтобы мне хватило репутации. Я не знаю, какие уйдут. Ну, кто-то сверху явно уйдет, да, поэтому куда-то наверх надо бежать. Попробуем тут их разбить немножко. Так, да, вот первый уходит. Все, первых отправляем. Этих переставляем тогда вот сюда вместо них. Все, здесь выбили. Идем вот здесь вот, выдавим их совсем куда-нибудь туда, на сторону. Есть, выдавили. У нас советник, который при отступлении наносит им потери. Сейчас посмотрим вообще, сколько мы уничтожили. 4 мы уничтожили из 67. Такой советник, все не очень. 16 накопили. Тренируем третьего. И после третьего уже начнем вторую эвакуацию открывать, я думаю. Так, эти тоже отходят, да? Все, иди. Ты вместо него. И этих будем держать репутации. По десятке стоит задержать войска, так что я не стал сразу этим пользоваться делом. Попробуем вот этот регион сейчас удержать. Не вышло. Чтобы не окружили здесь, потому что, смотрю, сливаются ребята. Это плохо. Так, там что происходит? Контрудар. Нет, публично осудим. Поддержали, теперь беги спасай свое посольство. 16, 17. Там 20-ка была, да? Хотя, может быть, может и не 20-ка. 21 уже, на самом деле, даже. Так, ты хочешь уйти? Нет, ты оставайся за 10 репутации. И стартуем еще одну эвакуацию. Значит, что будем эвакуировать? Либо вот этот, либо... Ну, вот этот лучше, чтобы кучковаться. Не ты. Так, ты иди давай вон туда. Это посольство оставляем. Мне бы покучнее, чтобы юнитами мотаться. То есть там переход как бы есть, а вот этот вот на отшибе стоит, с ним возиться не очень удобно. Нет, 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 опять все не те. Туда проходят только когда регион теряет стабильность из каких-то неправильных решений. Вот, поэтому, в принципе, он
такой самый, ну, если только не повезло, срандомило туда, то да, внезапный удар, его захватывают. А так они туда не ходят, за реку. Поэтому вот здесь вот надо держать. Опять не то все. О, все, есть. Уходим. Этот отправили. И идем выбивать вот эту зону. Идем выбивать. Ты идешь уже? А, туда уже кто-то идет сам по себе. Тогда идем вот эти горы. Выбьем, чтобы тут никто рядом с нами не отсвечивал. Подходим с этой стороны, их тоже сейчас... Так, ну и потеряли на самом деле регион. Не так уж хорошо и вышло. А они еще и напали на нашу базу. Вот это уж совсем провал. Так, и туда. Хотя из гор их выгнали, но если они разнесут лагерь, это тоже провал. Здесь как бы много вариантов прогореть. Присоединили регион. Бежим вот сюда, догонять их. И у нас есть 6 снарек. Я думаю, сейчас мы возьмем набор местной полиции, чтобы им было сложнее захватывать регион. Потому что пока регион не захвачен, посольство в безопасности. Здесь выгоняем. Да, ушли в горы, преследуем. Здесь держим. Что происходит? Контрудар. Нет, публично осудим лучше. Подкопим денег. Так, ну и потеряли регион. И атака идет еще вон. Парни отслужились. 65. Оставим их надолго. Пусть будут пока что. И ничего больше сделать не могу. Ладно. Есть эта эвакуация же, да? Так, смотрим. Следующие выводы какие сделать. Но можно вывести вот этих. Хотя лучше вывести вот этих. Вот этих выведем. Вот у нас останется одна линия. Все. Выезжайте. Этот регион мы тогда оставляем. И здесь у нас уже будет сейчас линия обороны некая. Мы здесь можем держаться. Блин, потеряли регион, не успели дойти. 6 снарек есть. Готовим следующих. Есть, вон пошла поддержка во все стороны, так что норм. Единственное, нападают на нашу базу. Мне бы машины бы исследовать, чтобы они быстрее шебуршались. Блин, потеряли регион вообще. Но уже отбили. Так, все, охраняем там, охраняем тут. Провести рейд. Давайте рейд проведем по мятежникам. Так, нифига не вышло. Нас обманули, это не настоящие мятежники. А эти собираются уезжать. 53, да? Все, уезжайте тогда. Я переброшу туда своих. Сразу регион отвалился. Долго бились за него, но фиг с ним. Сейчас. 4 июня-то вот сюда выставляем. И начинаем гарнизоны делать. О, а что, вот так теперь можно? О, вон теперь как можно. Вот это номер. Такс. Дотянется в 2 стороны. А, пятак стоит. А, прикольно. Не знаю, в обычной компании остались, не остались. Вернее, поменялись гарнизоны вот так же, чтобы или нет. Строим. Но вот сейчас мне понравилось с гарнизоном. Да, гарнизон раздает поддержку налево-направо, то есть и там держит, и тут держит. Так что в целом хорошо. Нападем, попробуем сейчас вот из гор выбить и ведем парня вот сюда на замену синему. То есть синего сейчас отпустим
Хотя не отпустим. 50 репутации есть. Может, синего даже не отпустим. Хотя, может, и отпустим, что-то посмотрим. Так, эвакуация. Отлично. Все, вывозим крайний. Ну, пока идет хорошо. Я, конечно, провальные варианты свои не выкладывал. Но столько я еще не вывозил посольств. Я вывозил 2 максимум. Ну, в принципе, синего тогда отпустим. Осталось 2 посольства и штабик. Тем более штабик раздает. Сюда. Этот раздает туда. Ну, одного тут поставим. Блокировать будем подход в те части, да. Этот здесь останется. Один здесь будет стоять. Вон, смотрю таймер по гарнизону. Надо прям зайти посмотреть, потому что я только сегодня включил игру, и там было написано, что теперь есть официальные сценарии. Вот. Так, но и они просочились мимо нас. Туда, куда я не хотел, чтобы они просачивались. Что-то мигают какие-то автоматы. Давайте вот этот перебросим. Там повоевать чуть-чуть. И сразу потеряли регион, да. Но, тем не менее, переговоры уже подошли на 86. Хотя, учитывая, сколько захвачено, я не смогу... Так, куда мне воткнуть? Я не смогу подписать с ними. Вот сюда, наверное, надо воткнуть. Тогда будет на 2. И сюда идти. Все, отлично. Потому что если я подпишу с таким количеством потерянных регионов, ваш штаб под угрозой. Так, я вижу, что штаб под угрозой. Не понимаю, почему. Учитывая, что я нормально же держал там. Зеленые задохлики не справляются. Давайте улучшенное оружие им дадим. И гражданскую поддержку регионов с гарнизонами. Ага, и можно сейчас кого-то вывести. Ну вот этот вывезем. Все, свободен. Так, там уже полштаба снесли. Беги тогда сюда вовсю помогать. Ты беги сюда помогать. Мы сейчас их окружим там. Ты отправляйся домой. Ты стой, не дергайся, охраняй гарнизон. Вот так вот перебросим всех. Я надеюсь, успеем, чтобы отбить свой штаб. Ну вот, накачивается потихоньку. Есть. И теперь сейчас здесь их выбьем. От штаба отгоним. Туда, главное, чтобы не просочились. Впрочем, остался последний. Может и ничего. Так, здесь в атаку пойдем. Полицию сломали. Ужесточаем правила бомбардировок. Я покажу даже, что нету никаких бомбардировок. Вот они. Я фиг его знает, почему так происходит. Так, и я сделаю сейчас еще полицию улучшенную. 16. Нет, не сделаю. Боевые бонусы тогда сделаю. Чтобы прям вообще держал по максимуму. 2 гарнизона наших. И чтобы мы вот эту линию обороны не прощелкали. Потому что осталось чуть-чуть до переговоров. И осталось всего одно посольство. То есть, я не знаю, будет ли считаться победой вывод всех посольств. Регион подключили. Есть, здесь отбили. Двигаем вперед тогда. О, еще пару регионов взяли. Здесь двигаем тоже. Там взяли регион, да? Так, двигаем сюда тогда. О, все что, победа. Вывозим последнее посольство. Тут что происходит? Отказать беженцам. Давайте поможем беженцам. Ну, все, смотрю, пошли, потому что 100 переговоров. Я думал, переговорами заставят меня заниматься. Нет, меня не заставили ими заниматься.
они, видимо, сами там проходят. И здесь мы уже давим последних. Поближе тогда их перебросим. Потому что как-то плохо давит. Да, ну все, задавили. И теперь у нас все. Победа в 2013 году. Операция удалось стабилизировать весь регион и победить мятежников. Люди с надеждой смотрят в будущее. Вот такой вот сценарий. Напиши в комментарии, как тебе, потому что мне понравилось для разнообразия. Особенно учитывая, что нифига он не так прост, как может показаться. Я реально раз 6 проиграл, прежде чем удалось осилить. Тем не менее, ставь лайки, подпишись на канал, нажми колокольчик. Спасибо за просмотр и пока!